Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, блудный сын вернулся. У меня были некие дела с ютубом, но я их, в принципе, вроде бы как будто бы порешал. Все у нас хорошо, все у нас нормально, солнышко встало утром, все нормально, значит, все отлично. Солнце встало. Глаза открыл, проснулся, ну все зашибись, короче говоря. Итак, биток 0.3, эфир 2.5. Сейчас доминация эфириума растет, доминация эфириума отъедает часть ликвидности из альткоинов, потому как в этом рынке просто нет ликвидности. Не хватает денег, нету притока капитала. Полнейшее разочарование. Смотришь, разные блогеры просто разочарованы. Они говорят то, что... Нету никакого альт-сезона, нету ничего, полностью разочарован. 21 год такого не было, как сейчас. Ну понятно, что нету никакого альт-сезона, потому как эфириум в полном дерьмище находится. И если посмотреть на доминацию эфириума, еще до альт-сезона очень далеко. Потому как если мы посмотрим доминацию эфириума, ну хотя бы на самом CoinMarketCap, то альт-сезон у нас зачастую начинается, когда у нас доминация биткоина конкретно падает, доминация эфириума конкретно растет и доминация альткоинов тоже растет. А мы только-только на развороте. И то это нету никакого еще подтверждения, что это разворот. Нам нужно пробить 12% по эфириуму. И только потом может быть такое, что эфириум пойдет в диапазон там, ну, процентов так 15-18, и там начнется альт-сезон. Но есть некоторое но. Но то, что у нас майнеры очень сильно перегреты по биткоину, и хешрейт уже, уже просто, короче, некуда. Смотрите, мы уже конкретно в красной зоне. Нам нужно по временному интервалу уже разворачивать рынок на медвежку. Может быть такое, что действительно, как некоторые участники этого крипторынка пишут мне в комментариях под видео, это что это переходной цикл и нас, конечно же, обнулят в этих альтах. Может быть такое. Но нужно хотя бы какую-то часть капитала держать в эфириуме на крайний случай. Вот. Желательно вообще бы хотя бы иметь у себя в портфеле эфирчик. Это было вообще неплохо. Итак, что по поводу гэпов. Гэп мы перекрыли. Вот этот вот гэп, который был у нас здесь образован 10 июля, мы его перекрыли. Казалось бы, какой-то рынок просто бреда. Откуда началось движение, туда и вернулись. Смысл с этих всех движений? Вообще можно было бы стоять, никуда не двигаться. Но рынок двигается от ликвидации к ликвидациям. Некоторые говорят там ликвидность, туда-сюда. Многие, может, этого и не понимают, но хочу вам сказать простыми словами. Если вот отсюда началось движение у нас, и тут у нас стало большое количество в лонг по биткоину, они здесь поставили свои стопы. Это фьючерсная торговля, допустим, там какое-то второе плечо, 10-е, 100-е плечо, они здесь поставили стоп, или даже они не ставили стоп, а зашли на весь капитал. Допустим, у него там $1000 на балансе, он зашел на всю $1000, и в моменте просто рынок начал расти, его не выбило, не ликвиднуло, вернее не выбило по стопу и не ликвиднуло, если он зашел полностью с всем балансом в рынок. И поперло оно вверх. Поперло оно вверх, короче говоря, он смотрит, о, у меня уже есть прибыль, короче. Все, буду держать до усрачки, у нас же все-таки биток придет там 180 тысяч долларов. Но нет, рынок сделан так, что у нас, прежде чем биток пойдет на 180 тысяч долларов, он может сходить вверх, а потом сходить вниз, ликвиднуть позиции всех этих маржинальщиков. И после того, когда он всех ликвиднет, мы с вами сможем увидеть реакцию опять, и импульс вверх пойдет. И все. В принципе, курс биткоина ходит от ликвидациям к ликвидациям. И крупный игрок или киты там, они смотрят, где у них, короче говоря, самая такая горячая зона, и туда ведут цену биткоина. Ликвиднули всех кедрони бабушки. Заработали на комиссии, заработали у нас биржи и справились. Дальше ожидаем. В дальнейшем идет консолидация по биткоину, набирается сила и смотрим, что у нас будет дальше. Будет ли у нас дальнейшее лететь куда-то там рынок или нет.
Ну, посмотрим. Сегодня у нас 5 августа. Это как раз ровно год тому назад. Чуть ли ровно год тому назад, как ликвиднула мой лонг по бонку. Монетка бонк. Я был тогда... Ну как, оно меня не ликвиднуло там в принципе, но в принципе конкретно побрило. Потому как ровно год тому назад у нас был сильнейший дамп на битке. И здесь, если мы посмотрим, вот у нас вот эта вот свеча, зеленая свеча молот на недельке, если ее посмотреть. Вот у нас она образовалась, была здесь 5 августа, просто шмальнула это все дело вниз. Тогда многие, конечно же, ожидали цену биткоина в диапазоне 42 тысячи долларов, хотели здесь закупиться альтой, но им не удалось. Так же самое и биткоин. И тут мы, в принципе, уже практически год это все дело как переживаем. Я думаю, что с сегодняшнего дня... У нас уже, в принципе, коррекция основная, наверное, все-таки закончилась по биткоину. Мы гэп перекрыли. И судя по движению DXY, где-то здесь они будут, по всей видимости, формировать разворот. В принципе, если посмотреть, то биткоин конкретно перегрет. Майнеры у нас сильно это все дело перегрето показывает. Цикличность, по поводу цикличности мы уже подходим к вершине по биткоину, и ее где-то вот здесь вот сформирует. На протяжении 2, 3, максимум 5 месяцев у нас здесь будет сформирована вершина по биткоину. Вершина у нас будет как формироваться? Будут набираться шортисты. Импульсом вверх просто-напросто выбьют этих шортистов. То, что говорят, что там какая-то параболическая фаза роста по биткоину, да, может быть такое, что мы еще вырастем, потому как у нас P-Cycle Top показывает то, что это не вершина по биткоину. И вот на дневке мы с вами видим то, что вершина у нас где-то может сформироваться там, ну, в диапазоне там 164. Вот мы видим то, что уже здесь потихоньку линия уже здесь смещается 164 тысячи долларов. И интересный момент. Вот я заметил то, что у нас, допустим, на CME показывает 164. А если мы посмотрим курс биткоина вот здесь, вот смотрите, P-Cycle Top, давайте-ка что мы посмотрим. Это у нас на бирже Bitstamp, например, так? Смотрите, здесь какой интересный, конечно же, момент. Вот у нас P-Cycle Top. Тоже, смотрите, P-Cycle Top 222 тысячи долларов показывает. Интересный момент. У нас индикатор показывает разные значения. Так, это у нас 4-часовик. Нам нужно дневку включить. Нам нужно дневку, и мы посмотрим тоже здесь на дневке. Тут у нас на графике CME показывает зеленую скользяшку 164 тысячи долларов. И, наверное, это будет самое правильное значение, потому как CME это CME. Чикагская биржа, туда-сюда, это очень хорошо, конечно же. И мы смотрим, что у нас на Битстампе показывает. А здесь, смотрите, 180. Мы вчера рассматривали. Вот, мы вчера рассматривали P-Cycle Top. Так, здесь у нас показывает, смотрите, пиковое значение 181 тысяча долларов. И тут интересный момент. Уже видно то, что индикаторы на разных графиках по-разному показывают. Здесь мы видим 181 тысяча долларов, на CME мы видим 165 тысяч долларов. И, наверное, будет правильно ориентир держать на графике CME. Это Чикагская биржа. И здесь, наверное, будет у нас формироваться вершина в диапазоне 160, ну, 170 тысяч долларов. Я, в принципе, туда и целил. 200 тысяч долларов может быть такое, что не будет этой вершины. Потому как это будет замануха, как это было в 2021 году. Тогда была сильнейшая замануха. То, что биток будет 100 тысяч долларов. Все в это очень сильно верили. Расхайпили это все дело. И многие, конечно же, покупали. Думали, что 100 тысяч долларов будет биток. Тогда тоже многие трейдеры лонговали XRP по 3000. Ой, по 3000, по 3 доллара лонговали XRP и на этом очень сильно поплатились. Их очень сильно, конечно же, ликвиднуло в тот момент, и они ушли в себя. Огласку мы говорить не будем, кто такие. Кому интересно, могу написать в Телеграме в личку. Вот что. Вот такие вот, в принципе, друзья, дела.
И тут мы видим то, что у нас 99 тысяч желтая скользяшка, верхняя у нас скользяшка 164, а здесь у нас 180, а желтая у нас в диапазоне 107. Видим то, что у нас индикатор показывает немножко разные значения. Но в принципе, было бы логически подумать, что рост нужно по биткоину показать, потому как нету эйфории. Очень сильно уже все выросло, особенно биткоин вырос, XRP, BNB, Solana была на перехае, а эйфории не было на рынке. Может быть такое действительно, что нас хотят обнулить. Итак, Liberty Finance у нас на балансе 200 миллионов долларов. Здесь в принципе какие-то такие альткоины непонятные, но по всей видимости данный кошелек у нас зарабатывает на какой-то комиссии, и они рубят бабки в основном на комиссии. На балансе у них практически ничего нету. Может такое, что они уже сделали другой какой-то себе кошелек. Просили посмотреть монетку Руна. Монетка Руна. Капитализация 467 миллионов долларов. Здесь у нас есть инвесторы, 11 инвесторов, IDO, потом Multicoin Capital и разные такие малые известные инвесторы. В принципе, в этом цикле альткоины уже показывают такое, что если там какие-то инвесторы или нету, торгуются они на каких-то там топовых биржах, это уже никому не интересно, потому как мы видим пачками делистинг. Даже если ты залистен на бирже Binance, зачастую в 2021 году очень было сложно попасть на Binance, и я изучал эту тематику, они очень тщетно делали отбор. Если ты попадаешь на Binance, ты очень топовый продукт, платишь кучу денег Binance, и тебя оттуда, конечно же, не делистят. В этом цикле мы видим обратное. Пачками делистят монеты, даже с Binance тоже делистят. На данный момент у нас здесь есть 41X, 57X это Rio и 66XO. У нас Seed Round 66XO на Руне. И Руна у нас конкретно, конечно же, выросла в прошлом цикле. Мы видели то, что в 2020 году Руна вышла у нас в диапазоне 30 центов. Показала она примерно 100 иксов с момента листинга. Если мы здесь вот посмотрим, то у нас здесь примерно было 60 иксов в пике. Ну и на данный момент мы видим здесь небольшое движение по руне. Если посмотреть по объемам, то в принципе объемы у нас находятся здесь по самому низу. Но я думаю, что руна у нас уже здесь основную манипуляцию показала. И вот здесь вот в диапазоне 11 долларов нужно было хотя бы сбрасывать руну. Руну мы неоднократно разбирали. Даже если посмотреть P-Cycle Top индикатор, видно то, что здесь показала пик бычьего рынка. Вот в этом вот моменте показала пик бычьего рынка. Зеленая и желтая скользяшка просто пересекнулись. Но P-Cycle Top в основном применяется только для биткоина. Вот в принципе вот так. Сейчас на данный момент у нас руна зажимается в этом вот треугольнике. И может быть такое, что если будет у нас альтсезон, то мы здесь с вами увидим еще одно хорошее импульсное движение по руне. В принципе вот так вот. Ну, если даже здесь и будет выход, то выход к вот этому вот блоку, диапазон 7 долларов. Я, в принципе, думаю, что навряд ли здесь уже пойдет эта руна на перехай. Большое количество здесь засадили людей, очень большое количество. Здесь тоже видно по объемам желтые бары, у нас это все продажи, продавали эту руну, и вот здесь вот продавали, здесь продавали. В принципе, вот даже вот здесь вот у нас все было распродано. И тут, смотрите, интересный момент, паттерн похожий на Пепу. Здесь у нас голова и плечи. Сформирован такой вот интересный паттерн. Голова и плечи, да, вот у нас одно плечо, голова, второе плечо немножко растянули и вниз пошло это все дело. Немного все это дело похоже на Пепу. Если мы посмотрим на Пепу, мы неоднократно разбирали Пепу, тоже похожая ситуация. Но на Пепу у меня все равно есть некая надежда. Я думаю, что может быть такое, что если эфириум у нас пойдет на свой перехай, и Пепа может пойти за эфириум. Посмотрим, понаблюдаем. Пепа у нас, если мы посмотрим на недельке, похожая ситуация выглядит. Просто похожая ситуация. Тут у нас вот так вот сформировано плечо, голова,
еще одно плечо, и Пепа уже здесь показывает слабость. И дальше может быть такое, что Пепу сольют. Может быть такое. Но это крипта. Все может быть. Здесь может быть даже восстановление блудного феникса. И Пепа у нас будет перформить в дальнейшем. Все-таки у нас сезон мемов заканчивается. Мемов уже не перформят. Мемы очень сильно укатались. Из всех мемов держится только Шиба Ину. И, конечно же, Dogecoin и Пепе. Вот мы видим Dogecoin, Shiba Inu, Пепе. Ну, Penguin это вообще у нас молодой такой дельфинчик. Ну, еще Bonk немножко держится. Правда, сильно, конечно, они пострадали за 7 дней. Bonk у нас скатился просто на 21%. Очень сильнейшая была коррекция на рынке. Посмотрим. У нас все-таки доминация эфириума только-только разворачивается. Если мы посмотрим на эфириум, то у нас эфириум неплохо восстановился за вот эти вот 2 дня. Вчера и позавчера было поглощение этого слива, но это всего-навсего доминация. И фишка в том, что зачастую, когда эфириум начинает перформить, альткоины только реагируют через неделю. И доминация эфириума нам показывает, что здесь эфир только-только начинает свое движение. Если-ка мы посмотрим, то у нас здесь доминирование эфириума примерно было ноябрь 2021 года в диапазоне 22%, то мы уже половину движения прошли. Осталось здесь не очень-таки и много движения. Ну, я думаю, что на процентов 50-60 могут еще задвинуть эфир, и эфир придет в диапазон там, 20%. Тогда здесь в лучшем случае подключают очень хорошие новости для эфириума. Эфир продолжает перформить. И может быть такое, что мы с вами увидим тот самый долгожданный альтсезон. Но не нужно не забывать, что на это все движение нужно какой-то определенный период времени. Если даже вот здесь вот у нас и было восстановление эфириума, мы сюда вот пришли, смотрите, ровно примерно через 378 дней, то мы можем прикинуть, что здесь вот у нас тоже на это все дело уйдет, май 26 года. Это не говорит нам о том, что именно весь рынок будет расти до 26 года. Мы с вами сможем увидеть рост доминации эфириума уже на падении самого биткоина, как это было даже и в 2021 году. Вот здесь у нас эфириум держался на максимальных значениях. Это был у нас июнь 23 года. Доминация эфириума росла, а биток был в глубокой медвежке и формировал уже свой разворот. В принципе, вот так вот. Рынок немножко был затянулся, и аналогичная ситуация у нас может произойти и сейчас. Но биток, я думаю, что поставит свою вершину уже осенью 2025 года. Посмотрим, понаблюдаем. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.